Представьте себе, вы идете по пустынной дороге, и вдруг земля замирает. Ноги вибрируют, будто рядом проходит поезд, а на горизонте появляется тень такого размера, что даже облака рассыпаются перед ней. Легенды о гигантах всегда держали нас в трепете. От библейских нефилимов до великанов, которых увидели моряки Магеллана. Сегодня вы услышите о картах, которые будто бы скрывают нечто большее, и о современных загадочных фигурах, которые оставляют следы в Мексике, Бразилии и Орегоне. Почему истории о гигантах продолжают возбуждать наше воображение? И что, если все это не просто мифы и легенды? Это путешествие обещает тайны, от которых мурашки по коже. Согласно Библии, нефилимы – загадочные гиганты, чье происхождение связано с союзом сынов Божьих и дочерей человеческих. Их описывают как существ с невероятной физической силой, высоким ростом и жестоким нравом. Эти гиганты стали не только символом могущества, но и причиной страха и разрушения. В мифах говорится, что их жестокость и жажда власти привели к деградации человечества, что стало одной из причин Великого потопа, обрушенного Богом, чтобы очистить землю от их влияния. Упоминания о нефилимах встречаются не только в Библии, но и в других древних текстах, где они изображаются как существа, способные восставать против богов и людей. Археологические находки, такие как гигантские скелеты и мегалитические строения, нередко связываются с этими существами, добавляя таинственности их истории. Но действительно ли нефилимы были реальными существами? Или это всего лишь мифы, призванные объяснить необъяснимое? Интересно, что упоминания о гигантах появляются в культурах по всему миру. Может ли это быть совпадением, или за легендами кроется что-то большее? И если нефилимы действительно существовали, куда они исчезли? В 1520-х годах, когда экспедиция Фернана Магеллана исследовала неизвестные земли, участники путешествия столкнулись с явлением, которое стало одной из загадок истории. На территории современного Южного Чили и Аргентины они встретили местных аборигенов, которых описали как гигантов. По их словам, эти люди, прозванные патагонскими гигантами, достигали роста около 3 метров. Эти рассказы нашли отражение в записках членов экипажа и на картах того времени. Например, на карте Диего Гуевара гиганты были изображены в южных землях, добавляя веса этим свидетельствам. Но действительно ли это были гиганты, или все дело в воображении и преувеличении? Многие исследователи предполагают, что рассказы о гигантском росте могли быть следствием культурных различий. Средний рост европейцев XVI века был ниже, чем у коренных народов Южной Америки, поэтому аборигены могли казаться значительно крупнее. Также нельзя исключать, что подобные истории служили для привлечения внимания к открытым землям и придания экспедиции таинственности. Сегодня историки и антропологи продолжают обсуждать, существовали ли патагонские гиганты в действительности. Современные исследования показывают, что коренные народы, которых встретила экспедиция Магеллана, возможно, были просто выше среднего роста, но не достигали мифических 3 метров. Тем не менее, легенда о гигантах Патагонии остается увлекательной загадкой, иллюстрируя, как мифы и реальность переплетаются в исторических путешествиях. После потопа истории о гигантах стали появляться в мифах и легендах разных народов мира. Эти существа фигурируют в сказаниях древних греков, где титаны и циклопы представляли собой могущественных гигантов, живущих задолго до прихода людей. В мифах скандинавов упоминаются ютуны – огромные существа, обитающие в ледяных пустошах Йотунхейма. Даже в легендах индейцев Южной и Северной Америки можно найти рассказы о гигантах, которые бродили по земле в древние времена. Одной из интересных идей, встречающихся в таких историях, является предположение, что гиганты могли скрываться в удаленных уголках планеты. Возможно, они обитали в труднодоступных местах, таких как горы, джунгли или пустыни, избегая встречи с людьми. Некоторые мифы даже утверждают, что эти существа обладали невероятной силой и мудростью, но были изгнаны или уничтожены из-за конфликтов с людьми или богами. Мотивы гигантов часто связывают с воспоминаниями о прошлом, когда мир, как полагали древние, был населен могущественными созданиями. Некоторые современные исследователи предполагают, что эти рассказы могли быть основаны на находках ископаемых костей древних животных, которые люди принимали за останки гигантов. Однако, независимо от их происхождения, легенды о гигантах продолжают будоражить воображение и остаются частью богатого культурного наследия человечества. В
2017 году в интернете появилось фото, которое тут же стало сенсацией. На снимке был запечатлен человек, чьи размеры значительно превышали привычные, стоящие на фоне гор. Многие сразу же предположили, что это доказательство существования гигантов, о которых человечество рассказывало в легендах на протяжении веков. Фотография быстро разошлась по соцсетям, вызывая жаркие споры. Скептики, однако, усомнились в подлинности изображения. Некоторые утверждали, что фото могло быть результатом работы в графических редакторах или игры с перспективой, из-за чего человек на переднем плане выглядел гораздо крупнее. Несмотря на это, снимок вызвал волну интереса к старинным легендам и теориям о существовании гигантов. Некоторые даже вспомнили рассказы о патагонских гигантах и других мифических существах, предположив, что они могли действительно существовать, скрываясь в труднодоступных уголках планеты. Этот случай еще раз напомнил о том, как легко люди увлекаются загадками и необъяснимыми явлениями. Даже если фотография оказалась фальшивкой, она стала причиной обсуждений и вдохновила многих исследовать мифы и предания, а также задуматься о том, какие еще тайны может хранить наша планета. В 2022 году жители небольшого мексиканского городка стали свидетелями необычного явления, которое мгновенно привлекло внимание местных и даже международных СМИ. Очевидцы утверждали, что видели гиганта, стоявшего у входа в пещеру на окраине города. По их словам, фигура напоминала человека, но ростом значительно превышала обычные размеры – более 3 метров. Гигант будто бы наблюдал за окрестностями, а затем бесследно исчез в глубине пещеры. Эти рассказы вызвали бурное обсуждение как среди местных жителей, так и в интернете. Одни предполагали, что это мог быть древний обитатель, случайно обнаруженный в укромном месте. Другие связывали явление с мифами и легендами о гигантах, которые, по преданиям, жили в удаленных и труднодоступных местах планеты. Некоторые энтузиасты даже отправились к пещере, чтобы попытаться найти доказательства, но никаких следов или подтверждений обнаружено не было. Скептики, как и в других подобных случаях, указывали на то, что это мог быть обман зрения, эффект света или тени, либо даже чей-то розыгрыш. Однако для местных жителей эта история стала очередным напоминанием о таинственности природы и ее скрытых уголках, которые продолжают питать человеческое воображение. Независимо от реальности произошедшего, рассказ о гиганте у пещеры остается загадкой, вызывающей интерес и желание разгадать ее. В горах Орегона, США, на протяжении многих лет поступают загадочные сообщения от местных жителей и туристов. Очевидцы утверждают, что среди густых лесов и высоких деревьев они видели гигантских людей, чьи размеры заметно превышают человеческие. Эти существа, по описаниям, обладают огромным ростом и ловкостью, позволяя им быстро скрываться среди деревьев, избегая контактов с людьми. Истории о гигантах в Орегоне стали частью местного фольклора. Некоторые связывают их с мифами о Большой Ноге или других легендарных существах, которые, по преданиям, населяют эти земли. Одни уверены, что это древние обитатели, избегающие цивилизации, другие считают, что это игра света, теней и человеческого воображения. Несмотря на множество рассказов, ни одного убедительного доказательства существования гигантов в Орегоне так и не было представлено. Лесники и ученые, исследовавшие регион, не находили ни следов, ни других признаков существования столь крупных существ. Однако эти истории продолжают будоражить умы, привлекая в Орегон любителей тайн и исследователей неизведанного. Горы Орегона с их атмосферой загадочности остаются местом, где мифы и реальность переплетаются, создавая новые легенды. В 2024 году в одном из районов Бразилии распространились сообщения о наблюдениях гигантских существ на вершинах гор. Местные жители утверждали, что видели силуэты необычайно высоких фигур, передвигающихся по горным хребтам. Некоторые очевидцы даже попытались запечатлеть эти явления на видео, однако качество записей оказалось низким, что затрудняет подтверждение подлинности этих встреч. Подобные рассказы о гигантах не новы для региона. В прошлом в Бразилии и других частях Южной Америки существовали легенды о высоких людях, обитающих в труднодоступных местах. Однако современные технологии и научные исследования пока не предоставили убедительных доказательств существования таких существ. Скептики считают, что наблюдения могут быть результатом оптических иллюзий, игры света и тени или даже мистификаций. Тем не менее, эти истории продолжают вызывать интерес и обсуждения, подогревая интерес к неизведанным уголкам нашей планеты и возможным тайнам, которые они могут скрывать.
Карта XVI века, созданная исследователем Диего Гуевара, считается одним из редких письменных свидетельств, упоминающих патагонских гигантов. Этот документ подтверждает рассказы участников экспедиции Фернана Магеллана, которые утверждали, что видели необычайно высоких людей в регионе современной Патагонии. На карте Гуевара были отмечены области, населенные гигантами, что укрепляло веру в существование этих мифических существ. Историки считают, что карта Гуевара могла быть создана не только на основании наблюдений, но и под влиянием слухов, которые распространялись среди моряков и путешественников того времени. Однако сама ее существование добавляет веса рассказам о гигантах, которые, согласно описаниям, могли достигать 3-метрового роста. Карта и подобные источники вызывают споры в научных кругах. Некоторые исследователи предполагают, что рассказы о гигантах могли быть результатом преувеличений или культурных недоразумений. Например, коренные жители региона действительно отличались высоким ростом по сравнению с европейцами XVI века, что могло быть воспринято как нечто необычное. Тем не менее, карта Диего Гуевара остается важным историческим артефактом, который напоминает о границе между мифами и реальностью в эпоху великих географических открытий. После 2017 года рассказы о наблюдениях гигантов стали встречаться гораздо реже, но полностью не исчезли. Время от времени люди продолжают делиться историями о странных и необычных фигурах, замеченных в удаленных или труднодоступных местах. Чаще всего такие сообщения поступают из горных районов, густых лесов или пустынных территорий, где редкость человеческого присутствия позволяет загадочным существам оставаться незамеченными. Некоторые исследователи предполагают, что если гиганты действительно существуют, они могли научиться скрываться от людей, избегая контактов с цивилизацией. В пользу этой теории говорят необжитые уголки планеты, где человек еще не оставил свой след. Однако скептики считают, что подобные истории часто связаны с оптическими иллюзиями, игрой света и теней, а иногда и человеческой фантазией. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, рассказы о гигантах продолжают будоражить воображение и привлекать внимание как любителей тайн, так и исследователей неизведанного. Возможно, истинная природа этих загадочных явлений еще ждет своего открытия. До тех пор гиганты остаются частью мифов и легенд, напоминая нам о том, как мало мы знаем о самых укромных уголках нашей планеты. Одной из гипотез, объясняющих исчезновение гигантов, является их несовместимость с изменяющейся окружающей средой. По мнению исследователей и антропологов, крупные существа, описанные в мифах и легендах, могли сталкиваться с множеством факторов, угрожающих их выживанию. Одной из главных причин могла стать нехватка ресурсов. Гиганты, если они действительно существовали, вероятно, нуждались в огромных количествах пищи и воды, чтобы поддерживать жизнедеятельность своего тела. В условиях изменения климата или истощения природных богатств, такие потребности могли оказаться невыполнимыми. Кроме того, нельзя исключать возможные конфликты с людьми. Если гиганты делили территорию или ресурсы с нашими предками, это могло приводить к столкновениям, в которых более многочисленные и организованные человеческие сообщества постепенно вытесняли более крупных, но менее приспособленных существ. Климатические изменения также могли сыграть ключевую роль. Похолодание или потепление, изменение ландшафта и экосистемы могли привести к утрате привычной среды обитания гигантов, заставив их либо мигрировать, либо вымирать. Хотя научных доказательств существования гигантов до сих пор нет, эти теории показывают, насколько сложной и хрупкой может быть жизнь на нашей планете. Возможно, легенды о гигантах — это не только воспоминания о прошлом, но и предупреждение о том, как тесно связаны все формы жизни с окружающей средой. Археологические находки, такие как огромные человеческие кости или гигантские отпечатки ступней, время от времени вызывают всплеск интереса в новостях. Эти открытия зачастую сопровождаются громкими заголовками о возможном подтверждении существования гигантов, которые упоминаются в легендах и мифах разных народов. Однако ученые, как правило, относятся к таким заявлениям с большой долей скептицизма. Во многих случаях подобные находки оказываются фальсификациями, созданными с целью привлечь внимание или заработать на сенсации. В других ситуациях речь идет о неверных интерпретациях. Например, кости крупных животных, таких как мамонты или динозавры, могли быть ошибочно приняты за человеческие из-за их размеров и формы. Некоторые следы, которые казались гигантскими, оказывались результатом эрозии или природных процессов, изменивших первоначальный облик отпечатков. Тем не менее, такие сообщения продолжают привлекать внимание общественности. Они пробуждают интерес к загадкам прошлого и заставляют задуматься о том,
том, насколько мы хорошо знаем историю планеты. Скептицизм ученых объясняется отсутствием надежных доказательств. Находки редко сопровождаются профессиональными исследованиями или надлежащей документацией. Но даже несмотря на это, легенды о гигантах продолжают жить, вдохновляя людей искать ответы на вопросы, которые остаются нерешенными. Гиганты — это нечто большее, чем просто легенды. Это символ силы, загадки и того, как мало мы знаем о прошлом. Они продолжают вдохновлять художников, писателей и исследователей, заставляя нас задаваться вопросами, что из этого правда, а что лишь плод воображения. Кто знает, может быть, именно вы станете тем, кто раскроет эту древнюю тайну. А как вы думаете, могли ли гиганты действительно существовать? Оставьте свое мнение в комментариях. Надеюсь, этот текст вдохновил вас и пробудил интерес к мирам древних легенд. Хотите создавать истории, которые удивляют и вдохновляют? Тогда присоединяйтесь к нашей команде. Мы ищем креативных людей, которые умеют монтировать видео, озвучивать ролики или писать захватывающие сценарии. Вместе мы создаем контент, который раскрывает тайны и переносит зрителей в другие миры. Если вы хотите стать частью нашей команды, пишите нашему телеграм-боту. Давайте делать мир ярче и вдохновлять миллионы вместе.